Как ты можешь на себя жалеть бабки? Вот это все. Ты хочешь ее? Да, бесспорно. Что с дикцией? Да ты заебал. Юрий будет дуть будет Юрий. Ты выпустил альбом супер неожиданно. Я правильно понимаю, что еще за полдня до его выхода на Газголдере люди не знали, что он выйдет? Не все просто. Знали, но не все. Ну, знали, кто там со мной непосредственно работает. Непосредственно заливал его на iTunes, там всей этой хуйней занимался. Те, конечно, мы были 1,5 суток на газе, то есть мы мастерили его прям, перед выходом. Мы мастерили его около 13 часов, потом, до утра мы его заливали. Всей этой хуйней занимались и контролировали релизы все в течение дня. То есть то, что вышло аутро утром, потом вышел клип, и всю эту хуйню мы сидели, мониторили, мы не спали 2 дня. Вот я вчера только поспал немножечко. Ну и вот, собственно, и поэтому знали только там Оля, мой концертный директор, там кто? Митя наш, там, человек по СММ и всей этой Почему теме, ты решил короче. именно в этот момент? То есть вот что тебе ждали? У меня презентация, мне нужно было отделываться уже. Я не решал, его нужно выпустить было давно. Вообще, сейчас я тебе расскажу. Давай. Должен был быть альбом другой. Я его пишу, я его писал, я его почти написал, но пока я его писал, я написал этот. То есть еще один альбом у меня вылез очевидных хитов, где вот эти все сучки, вся эта хуета, которая всех уже порядком изъебала, но, тем не менее, песни есть, почему не сделать охуенный коммерческий релиз? Так. То есть, все карты в руки. Сейчас вышел коммерческий релиз. Да, да. Потому что там, я считаю, очевидные хиты, там, то есть, очевидный звук для народа. Про что ты? Про телок, про всю эту хуйню, не прям для народа, хрен с ним, но коммерческий, с этим не поспоришь, я считаю. Потому Так. что, То есть формат. смотри, по сути, у тебя есть 2 альбома. Один ты только что выпустил, а другой написанный, но тот, который ты приберег. Да, Когда ты его приберег? на осень, На эту осень. да. Объясни еще мне штуку. Когда ты выпускал первый альбом, я же правильно понимаю, что ты был в 2 куплетах от того, чтобы в один день ёбнуть сразу 2 альбома дебютных? Типа того. Куда делись все эти песни, которые ты не присовокупил? Вот часть вышла на альбоме моей группы GLZ 718 Jungle. Там где-то 2-3 трека я отдал туда. Пару треков слилось, что-то такое там. С ATL вышел трек, получается. Бисер. Да, он был там. То есть там, понимаешь, там не было во втором альбоме ни концепции, нихуя, было просто дохуя демок. Дохуя хороших треков, которые можно было загнать и пачкой ёбнуть 2 альбома в один день. Типа, почему нет? Охуенно. быть Никто первым так, человеком, да, который... никто так не делал, да, 2 дебютника просто разъебать. Но не получилось, потому что, мне не устроило качество материала просто. Это все было, такое скомканное, пиздец. Даже я, совершенный чайник и новичок в рэпе, даже до меня доходила эта история, что все ждут от Скриптонита альбома. Все ждут от Скриптонита, когда он выпустит. Как на тебя это влияло? Хуёво. Объясни детально, то есть насколько хуёво? Тебя это тяготило, тебе это заставило грустить, выходить в интернет? Или Нет, приходить слава на богу, студию? грустить и выходить в интернет меня это не заставляло, но просто не очень себя ощущаешь, когда тебя эти ребят все с разных сторон, когда, что, где, зачем, почему бы не расслабиться, и не дождаться спокойно нормального материала, то есть они заебывают человека, усугублять саму ситуацию. Я считаю, это хуево влияет на творчество, во-первых, когда ты из-под молотка начинаешь что-то хуярить, потому что от тебя требуют, Я старался этого избегать, но тем не менее, нервы это изрядно трепет. Юрий будет дуть будет Юрий. Вопрос, который возникает у всех, кто только начинает тебя слушать. Что с дикцией? Ничего, я разговариваю так, ты слышишь? Нет, ты говоришь совершенно по-другому. Зачем ты делаешь это специально? Я не делаю этого специально, вот именно в том-то и дело. Я читаю так, я не делаю этого специально. Я кричу, и все мои улыбаются. Я кричу, и чую силу грязных пальцев. Где-то, на новом альбоме я даже старался четче читать. Это заметно. Намного. Это заметно. Я действительно старался, все, потому что, если брать дом, допустим, там
большинство песен вообще чуть ли не с первого раза были записаны. То есть я раньше не ебал себе голову. Мне проще было порезать куплет, да, чем ебать голову на запись. Там. Ну, то есть я сам редактор, я сам все делаю. Я думаю, да хули я сейчас буду сидеть, ебать голову, там что-то интонации, не интонации. Раз, порезал, все, заебись, у меня охуенно. И мне было похуй на дикцию, потому что, ну, вот мне вчера рассказывали про чувака, нашего Леши, Васиного звукорежиссера, друг есть. Он раньше сводил треки, короче, и чуваки слушают, что он нас сводил, а слов нихуя непонятно. И типа, что за хуйня? Он говорит, я не резал, я никогда этого не делал, я просто не в курсе, как это нахуй делается. Я просто, ну, слушаю, типа, ну, звучит поток. Человек слышит поток охуенной музыки, как бы ему похуй, там есть буквы, слова, что вообще поебать. Вот свел охуенно-то, звучит пиздец, а слов нихуя непонятно. Вот у меня что-то типа такого было. Мне было похуй, мне ебали голову долго в газе, там как бы Вася мне говорил. То есть, блядь, ну вот это вот непонятно, вот то непонятно, ну, блядь, ну сделай ты по-нормальному, типа, я такой, да, блядь, ну звучит же охуенно, звучит-то охуенно именно, цепляет, вот зачем, блядь, вот мы сейчас сделаем громче голос, да, пачка потеряется, будет другой баланс. Пачка — это, в смысле, атмосфера. Ну, Звук, слои, да. вот эта вот вся хуйня, да, в треке, как бы, баланс будет другой абсолютно. Соответственно, и звук уже другой. Мне не нравится, вот когда голос торчит, допустим. Я хочу его в жопу засунуть, чтобы он был вместе с музыкой. Вот сейчас у нас голос наверху, если ты обратил внимание, как бы такой вот дохуя. Да. Вот дохуя он сверху, все как бы точнее. Вот там я же запихивал в жопу, мне хотелось, чтобы он так звучал. Мне нужен был вот такой вот гулкий звук, блядь. Но ты же понимаешь, что это сильно влияет на твою, извини, народность. Возможно. Потому что, ну, народным артистом с такой подачей не стать. А я и не стремлюсь. Чувак, ты не хочешь собрать Олимпийский? Ну, я и не думал. Я, в принципе, не люблю концерты. Ну, то есть сейчас я их уже полюбил. Как бы, потому что нашлись там свои фишки, точки соприкосновения. Блядь, мы уже как группа растаскались очень сильно. То есть как лайв-группа. Достаточно собранная, и уже есть в этом свой прикол, но я никогда не был фанатом концертов, типа, блядь, хочу вот эту площадку, потом, блядь, хочу еще больше. Сейчас вот мы наметили на зиму большую площадку, более-менее, там, на 7-8 косарей, то есть, но не было такой цели, что, блядь, вот, 5 косарей, 8, какое счастье, да похуй вообще, как это влияет? Энергия. Возможно, но... Я всегда завидовал вам, в том смысле, ты представляешь, ты выходишь на сцену, вот там вот зал, там, кстати, действительно зал сейчас просто пустой, и ты прикинь, там 8 тысяч человек. Да. И ты только открываешь рот про пол-литра водки, и они тебе подпевают. Блять, что лучше может быть? Охуенный трек новый. Даже если ты не видишь живую реакцию людей. Да. Удивительно. Что тебе не нравится в концертах? И что пришлось тебе побороть, чтобы они понравились? Концерты — это прежде всего хули отработанный материал, который тебя заебал уже 1000 раз, как бы. Тем более в моем случае, потому что там все круги ада со мной, мне самому нужно проходить, как бы. Потом тебе нужно все это репетировать, блядь. Потом тебе нужно петь, блядь. Петь песни, которые, допустим, вообще в принципе тебя заебали на следующий день, когда ты написал, да. Там, элементарно та же «Любовь» какая-нибудь, «Танцуй сама». Вся эта хуета хитовая, я ее ненавижу, как бы. Я, в принципе, не особо сопливый, как бы, при том, что романтик. И вот эти песни, они в моем рационе, они меня очень сильно раздражают, потому что это самые концертные еще песни. Если ты не исполняешь их, народ очень, блядь, Он расстраивается. Да. Они пишут, либо кричат на концертах: давай, блядь, космос. Вот космос мы уже сколько... Олечка, сколько концертов мы не играем космос? Уже 5, 6, Вы что, 10, серьезно? наверное. Да. Это бесчеловечно. Ну, блядь. Но вперед же нужно тоже идти. Ты как страсть, это больше, чем секс. Как стихи, как самый хитовый текст. Выглядишь как полюс, ты выше, чем Эверест. Ты прям как космос, это выше небес. Серьезно.
Ну, сколько можно играть это ебучее старье? У нас расширилась программа, мы играем от 2 до 2,5 часов. Мы выступаем всего 1,5 года. Ага. 2, хуй с ним. Ну и вот. Ну это ебаный спорт просто. У меня тело болит после каждого концерта просто еще дня 2. Сейчас я хоть более-менее спортом начал заниматься как-то, у меня не так сильно это Что проявляется. Ну так, дома там турники, отжимания, брусья, вся хуйня. Это в подвале поставили как бы. Тут мы подошли ты сам привел к этой теме, к теме допинга, в том числе вредного. Если слушать твои песни, полное ощущение, что ты бухаешь и просто не вынимаешь косяк изо рта. Насколько это обманчивое впечатление? А это не обманчиво, это периоды. Вот, блядь, был период, и я так жил, я такие песни писал. Вот сейчас я собрался, как бы, я взрослый, блядь, у меня другие задачи. Я бухаю также, я курю, да. Но я просто умею бухать, как бы. Вот вчера я бухал, вот честно скажу, как бы. Но я бухал, потому что там я сутки не спал, и просто пиво меня привело в себя, допустим. Ты пиво бухал? Нет, начал с пива. Потом там был день рождения у старшего товарища, как бы позвали за стол. Ну, выпил 3 рюмки водки, там, блядь. Вискарь кто-то принес после этого, вот. И я вот, нормально. Пол-литра водки с марихуаной в тебе действительно бывали? Да, почему нет? Ну, это же пиздец. Пиздец. Трава со спиртом. Это же... Вообще, что, одно другому помогает, может выравнивать наоборот. Выравнивает? Да, может выровнять, а может вообще в пизду убить. Был ли момент когда-то, либо в Казахстане, либо в России, когда ты был очень близок к тому, чтобы, ну не знаю, эти пол-литра водки с марихуаной, например, остановили тебе сердце? Нет. Проходил ли ты хоть раз по грани? Нет. Никогда? Ни разу не терял сознание, ничего такого, блядь. Максимум какое-нибудь отравление, и то, сколько раз это было, не знаю, 1-2. Что говорят твои пацаны, которые вместе с тобой относительно, за тебя беспокоятся на этот счет или нет? Я знаю молодых пиздюков из рэпа, ты, может быть, сейчас удивишься, которые младше тебя, ну, сильно младше тебя, и вот эта вот магическая, мифическая цифра 27, ну, типа клуб 27 и все остальное, да. она их скорее не пугает, она скорее вызывает у них ажиотаж. Типа, прикольно, что я в 21 буду сидеть на коксе, а в 27 откину копыта. Ну, там вообще не понимаю в этом прикола, очень боюсь. Мне сейчас через неделю 27 исполняется, как бы. И еще и после дома, со всей этой хуйней роковой истории, бля, я сам на себя со стороны сейчас смотрю, как я выглядел. Ну, реально, блядь, по рок-н-роллу. В принципе, жил-то и живу я всегда так, а тогда еще и выглядел, ну, пиздец. И циферка меня тоже очень пугает, но я свой план на этот счет придумал. Я просто убью рок-звезду, нахуй. Но останешься жить? Да. Хорошая традиция. Юрий будет дуть будет Юрий. Притон. Разве это не пропаганда наркомании? Нет. А почему? Это же письмо. Почему это пропаганда? Под наркотой выглядит невероятно модно, стильно. И если я понимаю, что это художественное произведение, то пиздюки почему под не наркотой? понимают. Все равно. Как бы я понимаю, с одной стороны, но почему именно в песне-то нет слов про наркоту? Но атмосфера такая, что не остается двух мнений. Для каждого родного, детка, нахуй этот повод. Мне лишь нужно взять их деньги. Просто и есть такая проблема, многие люди думают, ну, часто есть моменты, когда люди думают, что я объебашенный, когда я абсолютно трезвый, то есть. И, ну, там, конечно, не совсем тот случай, но прямой пропаганды там нету. А вообще, я считаю, ну, так получилось, да, что стильно, ну, допустим, стильно, ну, долбоеб же, ну, бухой же, еле на ногах держится же. Хочешь быть на него похожим, разве? Я не понимаю людей, которые хотят быть на меня похожи. Я вообще против этого. В какой-то момент мне наоборот хотелось антипример показать, что не нужно быть таким. Но он просто это проебалось, как бы, и не знаю, может, вернусь к этому. Вернусь еще, как бы, конечно. Как ты задумывал это? В смысле? Ну, вот как ты хотел это показать, чтобы это не выглядело? Я не хотел это как-то подчеркнуть, но мне казалось,
ну, многие моменты как бы очевидны. Ну, мне бы не хотелось быть похожим на какого-то такого чувака. Как так получилось, да, что я там то употреблял, это там пробовал, но я не считаю, что это заебись, и вообще не за это, и не хочу, чтобы с меня пример брали. Вообще, хоть кто. Юрий будет дуть будет Юрий. Самая большая ошибка, когда мы против себя идем, говорил ты. Объясни, пожалуйста, поподробнее, что ты имеешь в виду. Есть, скажем, ну, определенные рамки и принципы во всем, да? Что-то плохо, что-то хорошо. Вот ты знаешь, что плохо, что хорошо, в принципе, да? Да. Но вот почему-то позволяешь себе сделать вот там-то плохо. Это не такое плохо, чтобы пиздец, да, не убить кого-то. Но нахуй оно тебе нужно было, казалось бы, да? Но ты все равно это делаешь. Вот это как бы против себя идти, такой. И так не надо делать. Ну а почему? Зачем так делать? Зачем? Вот писать музыку, которая, там, я не знаю, не нравится тебе, не так сказано, наверное, будет. Которое тебе не органично. Да, допустим. Зачем это люди делают? Они хотят успеха. Но это же неправильно. Это, ну, один хуй в итоге такой успех будет раскачиваться искусственно, не самой музыкой, то есть всеми подкреплениями, блядь, продюсерами, вливанием бабок в рекламу, блядь, во всю эту хуйню. То есть сама такая музыка по себе не попрет в любом случае. Если касательно музыки конкретно говорить. Твое музло, твои тексты считаются довольно агрессивными. Ну, не Я думал, ты скажешь примитивными. агрессивными. Правильно я понимаю, что это как раз продолжение твоей мысли? Хули я должен быть не таким, как в жизни? Да, но я бы не сказал, что у меня агрессивные очень тексты. Ну, смотри, в жизни девушек ты тоже сучками называешь так часто, как Да, в текстах? но не так. Не в таком контексте. Ты можешь в шутку сказать: сучка, ах ты сучка. Почему нет? А в таком контексте? Сучек много вокруг. Почему нет, да? Ну, не всем об этом стоит говорить. Просто, видишь, проблема в том, что все смешивают, все обобщаются. Люди очень любят обобщать, и когда они начинают обобщать, все это, ну, превращается в какой-то пиздец, действительно. Типа ты как будто поголовно всех женщин называешь сучками. Я очень люблю женщин. Вообще я романтик, в принципе. И очень трепетно отношусь к женщинам. Как бы у меня есть сестра, у меня мать. Я очень люблю женщин, в принципе, как душевную организацию, как все подряд вообще, не только тело, допустим. Но есть сучки, есть бляди. Куда ты от этого денешься? Ты же не можешь их называть женщинами, если они бляди. Ну, по крайней мере, в твоем понимании. Зачем тебе это делать? Смысл? Блядь, в твоем понимании это кто? Классическая блядь в понимании народа. Ну, то есть та, которая трахается Да, со всеми подряд. да. Ну, просто, когда неподготовленный человек или человек, который не в контексте слушает твои тексты, у него отношение, ну, у него складывается впечатление, Ну что да. ты к женщинам относишься просто как к куску мяса. Да, понимаю. Это не так. Нет, конечно. Абсолютно не так. Ты бросал фотографию Джессики Честейн в Да. Инстаграм, писал, что за женщина, я влюблен. Я, если быть точнее, я именно про Мисс Слоун, про персонажа был. Ну, соответственно, с лицом и внешностью Джессики Честейн. Ну, блядь, да, я влюблен. Просто женщина невероятная, вообще огромная в этом фильме женщина. Ты хочешь ее? Да, бесспорно. Смотри, песня, одна из песен, за которые все залы твоих концертов всегда будут там изрядно набиты девочками, это песня «Космос». Мгм. Когда ты писал ее, это было обращение к конкретному человеку? Нет, совокупность. Просто собирательный образ женщины, в принципе. Как это происходило? Ты можешь перенестись в то время, когда ты писал? Сколько это заняло? Как? Я услышал, короче, у Васи был бит, это я на газе только начинал тусить немного, это был старый газ, и у Васи был бит, где он нарезал Дашу Чарушу, получается, сэмпл. Вот этот, ну, там был просто лупчик, драм, ну и сэмпл. Мне понравилось, я взял за сутки, там, ну, там за день и за ночь я, короче, написал 2 куплета, принес Васе, просто зачитал, такая хуйня, говорю, пиздец, мне нравится, вот, блядь, послушай. Он говорит, пиздец, охуенная песня, тут же садится, начинает разъебывать музыку просто, и все. Чем вдохновился? Вдохновился, опять же, той же Дашей Чарушей, как голосом, так и ей в клипе «17», по-моему, называется. Утро вечером на танцы целоваться, вкусная я.
я с ней тогда был не знаком, как бы, и, в принципе, вообще ничего о ней не слышал, просто я когда увидел, ну там тоже там энергетика огромная просто, именно женская, такая благородная. Ну и вот, и поперло, просто полилось. То есть, смотри, девушка, которая, у которой есть другой мужчина, который точно не будет с тобой, она тоже может вдохновить на такую Конечно. песню. Она прекрасная женщина, почему нет? Её И- нет. да, Супер. да. Да, супер. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты дружишь или общаешься с Фарой? С каких пор? Знакомы. Ну, года 2-2,5. Может. Что ты думаешь о нем как об артисте? Молодец. Крутой. Он крутой пацан. То есть, ну, в начале, я сейчас не особо наблюдаю, но все, что было до года назад, там, пока я мелькал там на виду, все круто. Ну что, пацан рок-звезда в натуре. Что ты вкладываешь в это? Ну вот он как раз-таки, я считаю, больше подходит под образ, который ты про меня вот говорил, что рок-звезда, все дела. Вот он действительно такой, потому что, ну, он фаталист, я считаю. По крайней мере, хочет им казаться. То есть Курт Кобейн такой молодой. Да. Но Ролл-модел очевидный. вот именно ролл-модел. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Еще в прошлом году ты стал открытием года журнала GQ, но не приехал на вечерину. Я был на этой вечерине, и все невероятно грустили. Все рублевские мадамы, они очень грустили из-за того, что этого обворожительного казахского мальчика не будет. Где ты был? Дома Почему? перехотел. Я долго ломался вообще, ехать, не ехать. В Оконцове такой, думаю, ну хули я там потерял. Ну что мне там делать? Ебалом Перехотел или торговать? угорел? Перехотел, передумал. То есть я не горел этим, я говорю, я был в раздумьях, как бы мешкался. Потом говорю, да нахуй хули я там потерял. Ну что я там не видел? Конечно, всех я там не видел и все я там не видел, но нахуй мне это видеть? Зачем? Чтобы еще больше, блядь, шугаться этого потом по жизни. Но в съемке при этом ты принял участие. Да. Охуенная съемка, Да. в фраке расстегнутом Да. и все остальное. То есть, если бы это была панк-поза такая, то, что ты вообще не хочешь иметь с ними дело, то зачем тогда было сниматься? Так не было такого, что я не хочу иметь с ними дело. Я не хочу идти на тусу, видеть вот этих вот людей, эстрадников там всех. Я не то, что там к ним штуки отношусь как-то негативно, но просто я посчитал, что этот вечер не для меня однозначно. Вот этот вот парад еблоторговли. Как бы наряжаться там, ну, просто многие из ряда вон там наряжаются, нахуй оно надо, хуево. Не сейчас, не сегодня, не для меня. Парад еблоторговли, это красиво. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты, возможно, самый загадочный артист на русской рэп-сцене. Как ты живешь? Вот опиши свой стандартный день. Например, что ты делал вчерашний день не показательный, потому что вы пилили альбом. Неделю назад. Сегодня что у нас? Четверг? Сводил, Неделю назад ты тоже сводил. да. Вчера мы мастерили, то Да. есть. А вот ровно неделю назад. Сводил. Так, хорошо, 2 недели назад. Во сколько Сводил. Бля. Ты только сводишь. Месяц этот сводил. Мгм. Месяц-полтора где-то только сводил. Ну, в принципе, другие дни не особо отличаются. Я просыпаюсь Во от сколько? 7 до 10 утра где-то. Так. Ну, при хуевом раскладе это 10, иногда бывает 11. Вообще, при хорошем раскладе в 6-7 я встаю, то есть у меня там полчаса посидеть, поковыряться в телефоне, посмотреть, что там происходит, кто мне что написал вдруг, по работе там что-то заметить, там зачистить всякую хуйню. То есть я еще зачищаю всякую хуету в соцсетях сам. Типа комменты инстухи, да? Ну, типа, да. Мгм. Там блокирую людей по пачками, блин. Так. И вот. Ну, полчаса у меня там уходит на это, поковыряться в себя, прийти там в разминочку, и все в студию. Мгм. Как ты добираешься? На тачке? Ну, у меня дома студия, в подвале. В подвал. Да. Ты арендуешь дом где-то в Подмосковье? Да. Мгм. То есть на газ тебе ездить не надо каждый день? Мгм. Мгм. Я вообще сейчас вот крайний раз до этого, когда 1,5 месяца назад или месяц назад был на газе, для меня это, ну, очень долго вообще сейчас. Какой у тебя рекорд по тому, что ты не вылезаешь вообще из своего дома? О, я не знаю.
Нормально. Ну, бывало, что ты неделю вообще за Да, пределы конечно. калитки не выходил? В Павлодаре было вообще, то есть бывало 2 недели, там Ага. 2 с чем-то. Я не помню, большие сроки. И в Москве То тоже? есть, да. Как ты ешь? Заказываешь? Заказываю, готовлю, готовят пацаны там. Кто встал у плиты, тот приготовил. Вы живете бандой. Да. А сколько народа? 6-7 за год в среднем, там варьируется число. Ты и пацаны, которых ты привез из Казахстана. Да. На каких условиях вы с ними живете, тусите? То есть ты всех пригласил, ты снимаешь дом, ты за него платишь. Что еще? Все остальное они сами? Они работают. То есть, у нас такая достаточно продюсерская история, можно сказать, по-своему. То есть, они работают, у нас такой небольшой конвейер, там, на одном этаже пишутся песни, там, на другом этаже в комнате студия тоже поменьше. То есть, для демозаписи, там, еще для чего-то. Здесь биты пишутся, там что-то. У меня дом как мини-газ такой, скажем так. Все работают, никто не сидит без дела. Если кто-то сидит без дела, он получает пизды. Когда ты последний раз давал пизды? Словесно Да. вчера, сегодня, каждый день. За что? За все, что угодно. Как ты потребляешь информацию? Залипаешь ли ты в ютубчике? Какие сайты ты читаешь? Есть ли у тебя телек? Очень трудно у меня с этим. Единственное, я люблю телевизор очень. То есть для меня это отдушина такая. Я могу смотреть вообще всякую хуйню. Там, вплоть до каких-нибудь Букиных, блядь, скажем. Букиных, это сейчас сериал вместе. старый. Это, да, давно было, конечно, сейчас альтернатив много. То есть, меня прикалывает там сесть, залипнуть в ящик там часов на 5. Посидеть, не каждый день, конечно, это очень редко Охуеть. бывает. Но я люблю очень телевизор, у меня мозги отдыхают в этот момент, потому что я постоянно как бы в работе, а когда я смотрю ящик, у меня там рыбки плавают, какие-то облачка, что-то непонятное. Я вообще ничего на русском языке не слушаю. Такая же хуйня. Это твоя цитата. Нет, это твоя цитата. Я это слышал. Почему? Нет ничего, чтобы так нравилось, чтобы, бывают песни какие-то импонируют, там, рэперов каких-то там, которые мне более-менее близки по духу. Но это не та музыка, которую я бы хотел там по пути где-то слушать, там, или дома, фоном. А как можно быть в индустрии и не слушать, что вокруг происходит? Хотя бы, для того, чтобы не повториться. У меня такое мнение есть, что если это действительно стоящее, оно дойдет до меня, я услышу это. Сидеть, копаться, это уже трата времени, действительно. Действительно стоящие вещи, которые могут создать конкуренцию какую-то условную или еще что-то, они в любом случае до тебя долетят, ты услышишь хотя бы название песни или еще что-то, и поинтересуешься. Интерес сам пробудится. Ты сказал, есть треки, которые отдельно мне нравятся. Давай 3 назовем из того, что тебе понравилось в последнее время на русском языке. Я давно ничего не слушал. Стволок у Васи. Так. И с Наганом. Еще. Что я еще слушал? 5 минут назад фара. Да, хороший трекан, да. Я трахал твою суку ровно 5 минут назад. 5 минут назад. Я был там. Не помню, «Танцуйте, что-то из ITL». ITL было. Да. Что-то из ITL, нет, «Танцуйте» я не слышал, увы. Но что-то из ITL. В общем, одни и те же люди, в принципе. Фары, ITL, Басты, то есть ничего особенного. 3 главных артиста, которые больше всего на тебя повлияли. Это могут быть как сольные, так и группы. Мировые? Да. Вряд ли на Дре. тебя Александр Буйнов повлиял. Дре. Так. Артисты, кто еще повлиял, так. 50 Cent. Не знаю, кто-нибудь не из рэпа точно. Меня не напрягает, музыка вне рэпа, других жанров. Я вообще меломан, в принципе. Я дома слушаю, то есть ретро-музыку чаще. Если выдается такая возможность просто включить, послушать что-нибудь. Я любитель 60-х, то сразу... Вот это все. Что это? Это Синатра, это Элвис Пресли? Да, почему нет? Синатра. Нет, Аарон Невилл, допустим, есть такое. If you are serious, don't play with my heart. It makes me furious.
Много, там очень много чуваков, у которых нет такой известности, как у Чарльза, Синатры, там, но они все были локально известны и очень крутые в свое время. Именно 70-е, 60-е — это золотое время вообще. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Только из клипа «Сансара» я узнал, что ты тоже отец. У Да. тебя есть ребенок. Да, Расскажи о нем, сколько ему? полтора. Как его зовут? Лучи, Лучи? да. Угу. Что это за имя? У меня маму Лучия зовут, это первый ее внук. У отца много внуков, а у моей мамы первый внук. Ну, то есть, ну, такая уважуха чисто. Угу. Ты с его мамой не в отношениях? Да, Угу. Как часто ты видишь ребенка? полгода не видел где-то. Он в Москве, Минимум. в России или в Казахстане? Они в Казахстане. Они уехали, я перевез их, но они уехали. Угу. Насколько тебе не хватает этого? Ну, по-честному. Не надо, я думаю, ты не из тех, кто будет говорить там банальные Я слова. просто... Как? Ну, это трудно объяснить, потому что, ну, в принципе, о чем-то вообще. Я думаю, кроме работы редко. Когда думаю, сильно не хватает. Ага. Какие у тебя сейчас отношения с родителями? Хороший. Отличный. Запрещенный вопрос, но все равно. Когда мама слушает песни, что она говорит? Она не слушает, я им запретил вообще. Ну, конечно, она слушает, наверное, сама там втихаря. Ну, то есть мы об этом не говорим. Я абсолютно запретил, ну, как-то подходить, по крайней мере, к аудио составляющей своего творчества. Ну и к видео тоже не нужно вообще. Она все равно тихушно все там знает. Но она, по крайней мере, отца от этого ограждает. Угу. А кто бы больше переживал, если бы слушал? Переживать никто бы не переживал. Просто, ну, я считаю, отец этого не поймет много чего. Что, как. Он понимает, почему я этим занимаюсь, что я это люблю, он все понимает. Но саму музыку, сами слова он бы нихуя не понял. Он вообще из другой эпохи. Угу. То есть абсолютно просоветский человек, чисто. Чем они занимаются сейчас? Ничем. Дома живут. просто ну, отдыхают. хозяйство. Угу. Ты их содержишь? Да. Цитата из твоего интервью. В детстве я, бывало, отцу вслух смерти желал. Ну, вслух. Не в лицо. Не в лицо. Для меня страшно вслух желать даже одному в комнате отцу смерти. Но это ужасно, на самом деле. Угу. Поэтому я и сказал, что вслух, я имею в виду. Что было не так? В чем были ваши проблемы? Да, много в чем. Просто взаимопонимания не было у нас никогда. Ну, как бы, у меня отец строгий, тяжелый очень человек, тоже хладнокровный, как бы. Ну, а я малой, экспрессивный, у меня там в голове пиздец один, музыка, там, что-то бегает туда-сюда. Он человек с 2 высшими образованиями, блядь, вечно ебашивший всю жизнь, как бы. А кто он? В профессии? Инженер, Угу. механик. И, ну, соответственно, ему не близко все это было, как бы, ну, то есть он сам еще пел в юности, ну, в принципе, он поет до сих пор дома, у него оперный голос, как бы. Он играл на баяне, там, его в его юности показывали по ящику, там, типа, возможно, у него были какие-то свои амбиции тоже в то время, когда он был маленьким, я об этом не знаю точно, может, нет, может, это чисто мои догадки, неважно, в общем. Ну, и его отец, когда умирал, попросил, чтобы тот пошел учиться на инженера, соответственно. Ага. Ну, и тут пошел, и все, бросил, хули там, блядь. Многие его сверстники, которые там, блядь, учились там в одном универе, допустим, в параллельных группах или еще что-то, они там стали, блядь, оперными певцами какими-то ярыми, там все в таком духе. Ну, и, соответственно, у человека, походу, въебалась вся вера по этому поводу, что это вообще реально для нормальных людей. Просто, ну, есть такой стереотип, типа, вот, знаешь, по-любому, знаешь, вот когда родители детям говорят, это не для тебя, Да. ты вот этого не сможешь. Ну как, блядь, ну кто-то же смог, он же такой же ребенок, у него же 2 руки, 2 ноги, 1 голова тоже. Ему же, блядь, я не знаю, батарейку в жопу не вставили при рождении же, наверное. Ну и вот, соответственно, ну и вот у нас такая хуйня была. Ты не сможешь, ты дебил, ты долбоеб, со своей музыкой заебал, и все в таком духе, то есть, ну вот. Ну и пиздили меня иногда. Ремнем? С 9 лет. Руками? Шлангом там, блядь, шнуром от пылесоса, там, блядь, ремнем тоже. Ну, не так пиздили, что пиздили прям каждый день пароли. Я сейчас не хочу тоже наговаривать. Нормально пиздили, как положено. Я считаю, всех должны пиздить родители. Оу, да? Ну, в меру надо.
Почему? Это тебя, блядь, приводит в себя хоть как-то. Не девочек, конечно, но пацанов надо. Мгм. Чтобы ты, блядь, в себе был, чтобы у тебя дури не было лишней. Мгм. Когда отношения стали окей? Что произошло? Когда я начал деньги зарабатывать, просто приносить. Я на заправке работал тогда. Это вот я так, получается, я бросил 3-й курс колледжа, Мгм. пошел к маме на заправку работать. Мама оператором работала, я наливщиком, бля. И вот. Ну и я в то время, короче, пытался впаривать музыку ВКонтакте. Вот тогда еще «Битва за респект» была, там, то есть гидропонки, я там всю музыку Ант тогда и всё только остальное. написал. Да, я на этой заправке половину музыки написал ей. То есть, да. И как только пошли первые деньги, там, $30, $50, ну, хоть что-то там. На тот момент, там, $200, ну, по тем временам, да. Сколько же это было? Блядь, ну, грубо говоря, в рублях 5 рублей — это зарплата моей мамы была. 5000. Да. Это зарплата моей мамы была, и там 2 моих бита, блядь, стоили примерно так же. Мгм. Продавалось оно хуёво, ты там мог раз в 2 недели, раз в месяц что-то продать, но это уже пиздец. Пацан, вот только тебе, блядь, долбоёб, блядь, колледж бросил и, блядь, умудряется какие-то левые деньги мутить, ну, без особых возможностей на то, блядь, со своим ебучим компьютером, который выебал все мозги тебе, да, раз и из этого приносит тебе деньги. Ну и потом дальше больше пошло больше денег. Потом я это на конверт на какой-то поставил, я там приносил по пару косарей баксов в месяц домой, но это было уже пиздец, О. нормально, как бы, да. Вот стопудово уже был момент, когда ты понял, какую же хуйню накладывать на мои биты? Да, все время, А, все время? почти все время. Мгм. Ну вот сам, по сути, я не слушаю русскую музыку, да, русский рэп тоже не слушаю, у меня к нему, блядь, предвзятое, придирчивое отношение, да, пиздец. Само собой, мне нихуя не нравилось, что сделают с моей музыкой. Просто еще, как я видел свою музыку в своей голове, как бы я представлял. Я читал раньше, чем начал писать музыку, и, соответственно, у меня свое представление на каждый бит было. Как бы я там застелил, и я слышу потом вот это, вот эта хуета просто баранья. Ты думаешь, ебаный стыд, ну зачем, за что мне это, типа, жалко просто. Юрий будет дуть будет Юрий. Ты, судя по твоей инсте и интервью, прям топишь за Головкина. Геннадий Головкин — это Уважаю, да, великий болею, казахский боксер, который всех сейчас выносит. С каких пор? Где-то с 29-го его боя, с 28-го где-то, наверное, да. Потому что тебе нравится бокс или потому что он... Гена именно Гена. К боксу я расскажи тем, нейтрально кто не отношусь. врубается даже, о ком речь, вот почему Гена крут. Ну, во-первых, это чисто такое казахстанское, ну, типа земляковое. Да, типа, земляк. мой земляк, да, разъебывает. Не стыдно вообще сказать. Во-вторых, не знаю, я посмотрел, мне понравилось, как он ведет себя. У него просто свой стиль, он идет, получает осознанно, получает, чтобы, блядь, правильно уебать в нужное время. То есть, ну, он очень умный. Именно очень умный человек, очень поставленный, очень холодный именно, блядь. А это пиздец редкость, холодные люди, хладнокровие именно. Вы знакомы? Нет. Очень бы рад был познакомиться, но пока нет. Не довелось. Когда ты дрался последний раз? Вот недавно что-то было. Ну как недавно, относительно недавно. Летом. В Москве? Да. Что было? Чувак меня заебал. Со своим заебал. Ну, понебратство началось все такое. Ну, не дрался, я просто поебал, дал пару раз и все. На улице? В клубе. Мгм. Ты тусил, он подошел? Да, ну и началось вот это заебал, там, давай сфоткаемся. Я говорю, ты заебал со своим заебал. Я тебе кто, блядь, брат, сестра, друг, чтобы ты со мной так разговаривал? Какие отношения тебе позволяют со мной так разговаривать? И ему похуй, он такой стоит, да ты заебал опять. Ну, я ему втащил, и все. Ну, И- пару раз еще ебнул, конечно. Там, блядь. Ну, все растащили. Ничего такого особенного. Юрий будет дуть будет Юрий. Многие рэперы читают про деньги, а на свой клип даже потратиться не хотят. Как ты можешь на себя жалеть бабки? Ну, да. Да, задавал ты вопрос. Для начала, все клипы, которые снимаешь ты, они не ебически стилевые. Одна и та же пластинка. 33 суки, все как моя половинка. Спасибо. Это ты, ну, то есть, как бы, кто это продюсирует с точки зрения там, требований качества? ГАЗ или ты? Твой снял Вася, допустим. Так.
Притон. Ну, то, что... Притон мы снимали с Олегом, с газовским режиссером, оператором. То есть вместе. Там затрат почти не было. Почему? Ну, потому что по-свойски нашли гостиницу. На что еще затрачиваться? Хорошо. Камера своя у газа. Вечеринка. 33 чики. Все за свой счет. За твои деньги. Бюджет клипа. Обязательно. Все говорят про бабки. Хотя бы чуть-чуть у нас. Мульт рублей? Чуть меньше. Чуть меньше. На 300. Угу. На 300? Вот эти 33 девочки, которые были... 33 же было? Да. Вы платили им гонорар? Нет. Ни Они одной. просто пришли? Ни одной, да. Мгм. И платье с собой сами принесли? Нет, наряжали всех. Наряжали? Да. У вас было какое-то общение после этого? Или только сфоткаться и все? Да, нет, после, по-моему, нет. Такого. Я не могу не задать вопрос. В моменте там веселились все, ходили, просто угорали. Все довольно спокойно было, приятно, как бы. Ты трахнул какой-нибудь из них потом? Одну. Одну. Ну, одну Да. можно, да. Деньги. У тебя есть какая-то цель? Я хочу купить дом, например. Я хочу, не знаю, купить дом в Штатах. Вот такие вещи ты себе программируешь? Таких прям, чтоб фикс нет. То это же такое прилагающееся как бы, по пути. Есть деньги, все будет. Ну, как бы, зарабатываю, я понимаю, что завтра пойду и там смогу купить, уже могу. Завтра, допустим, пойду и куплю машину, какую хочу. Там, чуть позже возьму и куплю себе дом. Зачем это планировать прям так? Вот, хочу вот там-то дом. Да, блядь, времени нет у меня об этой хуйне думать. Да и неинтересно мне это. Ну, машина. Я сам не вожу, тем более. К машинам у меня интерес абсолютно нулевой. Типа. Главное, чтобы красиво было, охуенно, комфортабельно, все. Дом, главное, простор, чтобы был, да, соответственно. Ну, все, там уже по месту. Ну, тачку ты можешь купить любую уже сейчас. Грубо говоря, да. Ну, не любую, Почти любую. нормально, да. Я не могу хуесосить незнакомых людей, в этом суть. Отвечал ты про почему не идешь на Версус. Хрен с Версусом. Просто там, любой человек, имеющий доступ в YouTube, может наткнуться как минимум на 2 видоса с твоим участием на концертах. Во-первых, первый видос, когда ты отчитываешь маленькую девочку за то, что она шнурок тебе теребила. Я сейчас охрану попрошу тебя увезти нахуй отсюда. Еще раз ты мой шнурок тронешь, блядь. Нахуй ты это делаешь, блядь. Просто нахуй ты это делаешь. Ну, может быть жестко, но она это делала очень долго. И я его несколько раз завязывал, и потом просто, уже как мне человеку объяснить? Если тебя, сука, родители не воспитали, блядь, давай я хотя бы это на людях сделаю. Нужно людей пристыдить иногда. Я же ее не по жопе отшлепал, там ничего не сделал. Я пристыдил ее. Это людям нужно. То есть, блядь. Почему, блядь, тебя родители просто не воспитали нормально, элементарно? У меня вопрос. Вот у меня в голове такие. Я как бы, не то, что не стесняюсь, но у меня это быстрее, чем я соображаю, работает вот это вот. Когда люди ведут себя как долбоебы. Я очень не люблю, когда люди себя ведут несуразно как-то, блядь, некрасиво, невежливо, когда, блядь. Ты можешь быть каким хочешь, да, но, блядь, выбирай как бы места, обстановку, правильно, когда это органично, блядь. Ты можешь быть панком, блядь, на рок-концерте, да, блядь, с твоими друзьями, блядь, на вписке, на вечеринке. Но если, блядь, допустим, там вечерие, ебать, какое-нибудь, никто тебя не заставляет поворачиваться к ним жопой, да, и продаваться. Но, блядь, будь немного уместней. Ты же человек, ты, блядь, тебе дано адаптироваться. Вот и все, в принципе. И просто я не люблю очень невежливых людей. Вторая история, когда парню или человеку стало плохо на концерте, вот, ты там быстро дал об этом знать охране, чтобы ему сделали лучше, и зацепился за такую вещь, как смеющегося чувака в зале. Девка смеялась, Девка. очень закатывалась, да. Мне похуй, что ты мне там говоришь, нахуй ты вообще что-то мне орешь, хули ты улыбаешься, там человека унесли, ебать. Тебе весело, ебать, дохуя или чё? А хули ты улыбишься до сих пор, я не могу понять. Пиздец ты в натуре человек. Девка, блядь, в шаре в каком-то своем была, знаешь, как будто не на концерте. Она мне что-то говорила и угорала, типа, блядь, видать, что-то смешное. Не по делу вообще, не касательно инцидента. То есть мы в кипише, там, человек теряет сознание, блядь.
чтобы быстро все сделали, пытаешься наорать что-то там, ну, что в твоих силах, наорать только, как бы. А тут тебе пизда какая-то, что ты начинаешь шутить, кричать какую-то хуйню и ржать при этом. Ну, меня это выбесило. А почему я должен закрывать на это глаза, как бы? Возможно, да, она там мой слушатель, она потратила деньги. Но опять же, ну почему ты ведешься как ебанутая? Ну, а ты уверен, что она просто в телефоне не посмотрела? Она могла быть не в курсе? Нет, она говорила мне в лицо. Это, блядь. Я тоже не дурак на всех кидаться, как овчарка. Конечно, я овчарка, та еще. Но, тем не менее. Это было необходимо, я считаю, просто. Был ли хоть раз, или когда был последний раз, когда ты вскипел и жалел потом об этом? Было, но я не помню. Скорее всего, что-нибудь на концерте на каком-то, по-моему, на Олю наорал. Что-то такое было. Оля, это твой концертный директор? Да, вот она сидит, как бы. И можно было без этого обойтись именно в тот раз. Оля, я думаю, очень тяжело. Очень. Юрий будет дуть будет Юрий. О чем ты мечтаешь? Я не мечтаю. Ну, прям вообще. Прям вообще. Прям даже в ремесле. В ремесле нужно работать, как бы, а не мечтать. Чё? Хорошо. Вот цель. Ты представляешь, что ты должен сделать в работе, чтобы ты сказал, бля, вот даже если у меня сейчас просто кирпич ёбнет на голову, я, в общем, уже многое сделал. Уже не так жалко будет. Ну, не знаю, когда у меня будет, я не знаю, компания, в которой, блядь, в подчинении там 3 продюсеров охуевших, у которых, блядь, по 5 ходовых, пиздец, артистов мировых, да. Тогда может быть. Ага. Мировых. Да. Юрий будет дуть будет Юрий. Блиц. У нас простая традиция. Я задаю вопрос, ты отвечаешь быстро, но не обязательно коротко. Можно расшифровывать. Лучший музыкант в истории человечества. Рэй Чарльз. Почему он? Потому что он остался актуален до конца жизни. Актуален ли он сейчас? Да, я считаю, да. Год без секса или год без косяка? Год без косяка. Бокс или миксфайт? Миксфайт. Почему? Интереснее смотреть. Не скучно. Да. У тебя есть любимый боец? За кем ты следишь? Нет, ну там такие же. Джонса очень люблю, но давно ни хрена не видел, как бы. Джон Джонс. Как тебе Штаты? Прикольно. Что ты там делал? Курил косяк, написал 4 песни в гостинице. Съездил на Виннис-Бич, там чуть потусил и все, ничего особенного. Ага. Сколько ты просидел в гостинице в итоге? Из 3 дней, ну, 1,5, наверное, дня в совокупности. Интересная поездка. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Респект. За что? Ну, а ты думаешь, мало за что? Мне интересно, за что ты считаешь, ему надо говорить респект? За умение маневрировать. Просто, ну, за умение маневрировать вообще. За холоднокровие. Конкурс. Мы в конце каждого выпуска забираем какой-то приз у нашего гостя, и Адиль сегодня расстанется, видимо, с вещью, которая просто приведет в восторг всех его фанатов. Ты нам очки обещал подарить. Да. Можно я как барыга, просто как торгаш оценю, что это за Жалко, очки? у меня чехла нет, это ретро-супер. О, это ретро-супер-фьючер. Я тоже, блин, это будет как продукт-плейсмент выглядеть. Вот. Но у меня в рюкзаке тоже ретро-супер-фьючер. Я ношу их сейчас в поддержку Кирилла Серебренникова. Это его любимые очки, вот, вашего соседа по газу. Короче, друзья, я надеюсь, Адиль не будет злиться и пиздить меня за условия конкурса, который мы сделаем. Вам надо прийти в комментарии и написать самый непонятный комментарий. Тот, который мы вообще не сможем разобрать. И кто сделает это оригинальнее всего, пизже всего, тому мы подарим вот эти заебательские очки. Адиль, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Юрий